И снова здравствуйте, дорогие друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы посетим Норркирхенский дворец. Это уже пятая часть нашего путешествия по Мюнстерланду. Зона отдыха Норркирхенский дворец – это огромный дворцово-парковый ансамбль. Но мы с вами сегодня прогуляемся только по дворцовой территории. Так как мы поздно добрались до Норркирхена, был уже 6 час вечера, и у нас банально не хватило времени на посещение парка. Но теперь у нас есть повод туда вернуться, в более спокойные времена, когда можно будет не только прогуляться по парку, но и посетить с экскурсией дворец. Здесь ранее уже находился ренессансный водный замок, и уже на его месте с 1703 по 1734 года мюнстерские епископы из семейства Плеттенбергов построили дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко. После завершения работ в 1734 году Норркирхенский сад стал одним из самых известных садов в Европе. После секуляризации епископских владений, это был перевод церковной собственности в светскую, дворец менял владельцев и в разные периоды принадлежал княжеским родам Эстерхази и Аренбергов. После окончания Второй мировой войны комплекс постепенно пришел в упадок. И в 1949 году земля Северной Рейн-Вестфалия арендовала дворец и после первоначальной реконструкции открыла здесь государственную финансовую школу. Дворец в то время находился под угрозой обрушения, и в 1958 году государство приобрело Дворцовый остров, включая главное здание, а также часть Дворцового парка, и начало долгосрочную реставрационную кампанию, которая завершилась в 1991 году. Кирпичное здание стоит на искусственном острове квадратной формы, по углам которого поставлены садовые павильоны. Парк украшен барочными статуями, некоторые из которых были обновлены в первые годы XX века. Обнесенный рвом дворец является самой большой и самой важной резиденцией в стиле барокко в Вестфалии. Он также известен как Вестфальский Версаль из-за своих размеров и архитектурного дизайна. Но архитектура дворца основана не только на французских образцах. Здесь также есть отголоски классицизма голландских замков с рвами. Эти две традиции были объединены в Норркирхене с типичными вестфальскими чертами. В качестве строительных материалов для постройки использовался красный кирпич, светлый песчаник и сланец из Зауэрланда. В здании до сих пор находится финансовый университет Северного Рейна-Вестфалии, в котором учатся около 1000 студентов. Часовню дворца можно арендовать для проведения свадеб. Там находится специальный зал для проведения свадебных церемоний. В тот день, когда мы приезжали, мы тоже видели одну свадебную церемонию. В подвале со сводчатым потолком находится ресторан. И некоторые части дворца обычно открыты, и их можно посетить во время экскурсии. В 1988 году такой возможностью воспользовались 50 000 посетителей. Дворцовый парк также открыт для посещения. ЮНЕСКО объявила дворец и парк достойными защиты как произведения искусства международного уровня.
На этом мы заканчиваем сегодняшнюю прогулку. Надеюсь, я не надоела вам своей болтовней и не очень отвлекала от созерцания дворца. Конечно, жалко, что не удалось заглянуть внутрь здания и не хватило времени на посещение парка, но, возможно, мы еще вернемся сюда в будущем, и тогда уже осмотрим каждый уголок и, конечно же, поделимся с вами. Наше путешествие по Мюнстерланду еще не закончилось, поэтому увидимся в следующих видео.